Доброе утро, всем привет. Наконец-то сделал видео, уже не знаю, месяца два, наверное, ничего не выставлял. Была какая-то апатия, что-то лень. Вот. В общем, пишите комментарии, ставьте лайки, если нравится. Приятного просмотра. Всем привет. Давно не виделись. Столько всего произошло. Получили мы ДНИ. Теперь жизнь стала гораздо легче. Продали машину, купили другую. В общем, много всего интересного. Так что смотрите далее. Вот у нас каждое утро свежепомытая плитка. Каждый убирает около своей территории. Вот такая чистота, красота, зелень. Скоро деревья окончательно зацветут. Здесь будут желтые цветы. Окончательно весна. Идем дочь за новыми кроссовками. А то ей что-то эти не нравятся. Почему тебе не нравится? Потому что он потом ноги воняют. Тонкая подошва, да? Сейчас что-нибудь найдем. А почему брали летние штуки? Решила сразу переобуться. Adidas посмотрели, не понравились. Взяли Пуму. KFC прикольные такие луковые колечки. Да, дочь? Такие хорошо не ешь. Зато я не. Дочь есть всякие куриные истории. Так, что это у нас тут приехало? Ого. Денежечка подъехала. Так крепенько приделано. А у нас лето. Пока писали видео, уже лето наступило. Такие вот деревья крутые. Никакой злой. Хотели пойти в парк-кросс, но почему-то он закрыт. Вот он все цветет. Розы. Ну ничего, прогуляемся в другом месте. Хожу уже неделю пешком. Вот, поэтому сегодня посмотрим, что будет за автомобиль. Смотрел его мельком, практически не видел, купил вслепую. Первый раз так. Очень волнительно. Неизвестно, что там будет. Ну, посмотрим.
А так, в принципе, неплохо на автобусе ездить, когда тепло и нет дождя. Птички поют. В общем, жизнь налаживается. Это район Реколета. Вот этот дом, с которого началась наша жизнь в Аргентине. И нужно было списаться с хозяйкой. Не было интернета. Жена стояла здесь с чемоданами, вот на этом месте. А мы с дочкой пошли в кафе искать Wi-Fi, чтобы написать хозяйке, как нам попасть в этот дом. В общем, вот прошло ровно 3 года. Вот у нас 5 часов вечера почти. Солнышко уже вечернее, мягко греет. Сидим в парке под деревом. 3 года назад это был наш первый парк, который мы увидели. И дерево оказалось просто каким-то инопланетным. Теперь мы смотрим на это, уже такое, глаз замылился, как говорится, уже обычное дерево, такое, ветки горизонтально. Да. Дочь уже повзрослела, уже не хочет с нами гулять, уже больше дома сидит. Вот. Ну а что у нас? У нас теперь есть нормальная работа, у нас теперь есть ДНИ, получили неделю назад. Так что жизнь налаживается. Сейчас сделаем паспорта. И все. Гражданство. Что еще надо? 3 года, конечно, пролетели очень быстро. Вначале было даже немножко страшно. Но ничего, все преодолелось. Сейчас все хорошо, спокойно, прекрасно. Мы нашли свой дом. Вот так здесь красиво. Отличная площадка. Вон тут запускают мыльные пузыри огромные. И мы сидим тут, наслаждаемся жизнью под ведьминым деревом. Кажется, так называется. Вообще, это как 3 метра, наверное, обхват только. Горизонтальные ветки. А само оно вот такое. Сейчас на другую камерку переключим. Вот такие ветки. Сейчас везде по городу цветут деревья, весна, такой запах сладкий цветов. Выбираем диски для машины. CD. Это у нас там чейнджер на 8 дисков. Что-то надо слушать. Прикупили немножко дисков. Вот такой вот магазинчик. Такой магазинчик. Здесь можно купить книги на любой вкус, пластинки для проигрывателя, CD-диски. В общем, вот такое здание. Зашли поесть китайский супчик. Объединили. У нас уже Новый год, так что скоро будем праздновать. Идем в Конгресс, если пропустят, поснимаем внутри. Если экскурсия утомительная, перемотайте минут 5 вперед.
la actualidad se utiliza mucho para entregar de premios, de distinciones, y a los artistas o a las personalidades. Un sensor de peso, ¿sí? Tiene este sensor de peso y desde 1993 que tuvimos una cuestión muy conocida como el piputrucho, que algunos se acordarán, otros no, donde una persona que no era diputado sentarse en los sillones, sin tocar los sillones. Vení. Pueden recorrer el salón siempre por los costados de los sillones. ¿Sí? Se le llama de los pasos perdidos muy probablemente porque es el salón donde los diputados caminaban. Chicas como en Misiones, Tucumán o Tierra del Fuego no llegan casi a 3 diputados, entonces para ellos tenemos un mínimo de 5, ¿sí? Ahí vamos a tener 5 diputados para ellos. Pero sí, lo que tenemos más es diversidad de partidos políticos, ¿sí? Acá, porque acá entran más partidos, no es como... De ese cienobrazo que tenemos ahí arriba, ¿sí? Hay 25 metros más para acá. Ese cable que ven de acero que se tiene la araña pesa 2 toneladas y sobre ese cienobrazo que impresionante pública parada. Y lo que vemos acá es una réplica en yeso, ¿sí? De la... Вот такое солнце, не дает снимать. Ходили, там заблудиться можно. Сходили мы в Конгресс. Так прикольно было, да? Да, мне понравилось. Конечно, здание современное, но красивое. Экскурсии экскурсиями, а кофе по расписанию. Да? Такая кофейня. Прикольная, старинная. Вот такое здание. Так, ребятки, рубрика «Рекомендацион». Есть такой Иван, он занимается изготовлением колбасы. Сервелат, копченые, всякие разные штучки. К пиву, джерки, а также пастилу делает. У меня дочь очень любит. Сушеные фрукты, бананы. Ну и яблоки, все, что можно засушить. В общем, ставим на паузу, сканируем, кому нужно. QR-код, пишите, он ответит, что почем, все вам расскажет. Для тех, кто хочет изучить испанский язык, с носителем языка онлайн, сканируйте QR-код. Нет, его нет. QR-кода нет, переписывайте, ставьте на паузу, записывайте номер телефона, пишите, WhatsApp. Думаю, вам понравится. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, не купить автомобиль с долгами, обремененный какими-то штрафами, налогами, можете обратиться к профессиональному подборщику автомобилей.
Поэтому вот контакты. Записывайте, пишите. Человек давно в Аргентине, испаноговорящий, русскоговорящий. Великолепно решает вопросы, в частности по оформлению автомобилей. Так что пишите. Рекомендацион. Вот такая тут разгрузка бревен для забора. Тут мусору столько. Такой вот участочек. Здесь добываем воду. Сейчас будет уже. Все, пошла. Скважина подземная. Ага. Сейчас 7 ноября 25 год. Вот. Столбики делаем забор. Пустырь. Ничего нет. Такое видео на память. Это первый столб, пробурили. Но все пошло не так, как хотелось. Песок обсыпается, но ничего. Столб номер 2. Что-то первый не получилось записать. Но первый был точно так же, как второй. Дальше ничего интересного. Так, 35 столбов. Вот уже 5-й столбик. Криво делаем. Ну как есть, столбы такие пойдут. Осталось 2/3. Там в лесу, там мусора не будет. Уже легче бурить, но там будут корни теоретически. И здесь немножко с поворотом будет красиво. Другая граница участка. Здесь среди деревьев. Очень клево тут. Так прохладненько и уютно. Надо сделать крайний столбик, натягивать веревку. Эмиграция вещь тяжелая, поэтому считаю самым важным это коммуникация с людьми, взаимопонимание и взаимовыручка. Важно окружить себя друзьями, настоящими, и которые помогут всегда в сложную минуту.
Нам, конечно, очень помогает Дмитрий и Светлана. Если бы не они, то, я думаю, не получилось бы нам стать обладателями участка на океане. Даже будучи в России, если бы мне сказали, что когда-то я буду жить в другой стране, я, возможно, не поверил. Но то, что будет кусочек земли на океане, это вообще была какая-то даже не мечта, фантазия. Это мы с бревном. В главных ролях Дмитрий. Дмитрий II, Владимир III. Стой, Владимир. После Владимира Ильича. Да, тоже Владимир, но не Ильич, но с бревном. Вот такие таскаем. Так. Сейчас идем. Идем. Вот сюда. Пока делаем забор, порядки наводим. Мне тут делают дорогу. Вот так вот. Опять банька у друзей. Вечерело. Класс. После тяжелой работы самое то. Вот утро нового дня после шашлыков и бани до 12 ночи. Дальше делаем забор. Ну вот, загородил заборчиком временным свой участок. Вот такое тут деревце чудное. Это столбики для такой беседки от солнца сделал. Уже размерил, колышки повбивал, где будет первый домик. Думал один размер, немножко пересчитал другой, потому что здесь близко корни, не хочется их повредить. Привет еще раз. В общем, были у архитектора, он рассказал нормативы. В общем, у каждого участка есть свои нормативы. Зона фамильяр или зона коммерциаль. В общем, все необходимые моменты архитектор рассказал про сумму по квадратным метрам, жилая территория, сколько стоит его работа. Поэтому пишите комментарии, если интересно, расскажу. Так, ну, раз погодка портится, мне уже пора возвращаться в Буэнос-Айрес. Там ждет много работы. Через неделю вернусь сюда продолжать свои дела. Вот такая вот улица Кастанера. Первая береговая. Тут еще мусор не вывезли, выходной день. Даже мусорщики отдыхают. В общем, через месяц сфотографирую. Здесь места свободного не будет. Сейчас еще много домов, отелей закрыто. Не сезон, хотя вот уже тепло, я в майке.
Ну, это окраина. Около моего участка, там центр, там уже работают ресторанчики. Ну, вот он, автомобильчик недавно купленный. Старинный автомобиль, который максимально надежен, достаточно мощный и с умеренным аппетитом. Благодарю, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь.